Беспроводные наушники, которые помимо качественных материалов, отличной сборки и привлекательного дизайна, имеют кодек высокой четкости, полноценный набор тапов, гибридное активное шумоподавление до 35 дБ, также есть режим прозрачности, игровой режим для комфортного времяпрепровождения в играх на смартфоне и водонепроницаемость класса IPX4. И это хорошо, дождя не боятся. Как же на самом деле дела обстоят с этими наушниками под названием SoundPeats R3 Pro, если забыть о том, что сказано в рекламе, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня моя радость обусловлена наличием четвертой пары наушников, потому что я до этого делал 3 раза на этот бренд, от бренда SoundPeats. И я не знаю, почему так редко получается. Первый раз я их покупал, по-моему, года еще 2 назад, по той причине, что они были безумно похожи на AirPods, только стоили в 5 раз дешевле. В этот раз, несмотря ни на что и вопреки всему, они также имеют созвучное яблочным девайсом название, это AR3. Упаковка по мне максимально убогая, я имею в виду, как они затянули все это дело полиэтиленовой пленкой. Здесь вот такой мешочек, скорее всего, который вы не будете использовать, это уже проверено. Реклама чего-то там. Чип Qualcomm'овский QCC 3046. Обещают у нас Bluetooth версии 5.2. Помимо этого, от 20 Гц до 20 кГц. В общем, все максимально стандартно. И емкость бокса всего 280 мАч. Это очень мало, наушников 40 мАч. Как-то даже непривычно. Он, по идее, должен быть маленьким. Вскрываем. Барабанная дробь. Очень похожа коробка на то, что делают Halo. Halo любят черные коробочки. Вот и SoundPeats тоже теперь любят черные коробочки. Ну, цвет блеск. Soft Touch. И он маленький. Он настолько маленький, что может даже в мою руку поместиться. И это показатель, поверьте мне. Следующий момент. Химия не пахнет. Что странно. Может быть, они не в Китае это делают, а в Индии? Ладно. Это лирика. Пришла посылка довольно быстро. В лучшем случае мы видим английский язык. Ну, удобно. Прям удобно. Меня, если честно, больше всего радует это Soft Touch. Также радует отсутствие яркого диода индикации, он есть. Надпись Left и Right, кнопка сброса, разумеется, наверное, сопряжение тоже. Все максимально так аккуратненько, как-то не по-китайски даже. Почему не по-китайски? Хотя сборка не фонтан. Но вы увидите все это вблизи, я думаю, уже в начале даже частично увидели. Смотрим, что они нам еще обещают. Разумеется, Type-C-шный кабель, разумеется, Type-C-шный вход для бокса, для зарядки. Welcome, aptX адаптив. Вот почему я их купил. Я думал, почему я их приобрел. Меня, в принципе, SoundPeats не бесит, но все-таки хочется чего-то лучшего. Но это лучшее я и получил. Максимально стандартно убогенький пакетик, как мы любим. Однородная амбушюра, которая, к слову, довольно тактильно приятная, качественная. Но резюмирую я своими словами все прямо вам, как всегда, расскажу. Смотрим! 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда даже много, и мои контакты в описании. Не забываем, что основные 2 контакта — это телеграм-канал больше 13 тысяч человек и телеграм-канал скидок больше 50 тысяч человек. Помимо этого не забываем, что One More Evo дороже 10 тысяч разыгрываются в конце июня, а в конце июля я разыграю с вами последние соньки. Но об этом чуть позже. Приобрести же данные наушники, о которых я сегодня рассказываю, можно только в черной расцветке. Зарядный бокс изготовлен из качественного пластика, покрытого софт-тачем с глянцевой вставкой. Тактильные материалы приятные, вдобавок не скользкий бокс. Дизайн минималистичный, выглядит бокс недешево. Габариты 60 мм на 45 на 24 мм, а вес всего 28 граммов. В кармане не мешается, так как бокс сам по себе компактный. Отпечатки пальцев или потертости собирает, но не быстро. Сборка хорошая, к слову, у меня на канале будет обзор на новые вкладыши от Sony, и спойлер, там сборка у бокса вообще не фонтан. Далее, на корпусе расположили гравировку с тиснением, название производителя, кнопку сопряжения, которая легко нажимается и при нажатии издает звонкий щелчок, но не похож он на яблочный. Также есть разъем USB Type-C и световой индикатор. Открыть одной рукой бокс можно без каких-либо проблем. Крышка в открытом состоянии фиксируется, но лично мне она слегка мешает, в то время, когда я достаю наушники из бокса. Шарниры пластиковые, люфт полный
полностью отсутствует, и хлопок довольно звонкий, но не сказал бы, что раздражающий. Внутри на матовой поверхности расположили стандартно два глянцевых вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Маркировка left и right и краткая информация. Не скажу, что внутри бокса все хорошо оформили, я думаю, вы и сами прекрасно видите это дело на экране. Наушники в боксе не гуляют, чтобы их вытряхнуть, много усилий прикладывать не придется. Емкость аккумулятора скромная, 280 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут, беспроводной зарядки не завезли. Наушники можно перезарядить от бокса стандартные 3 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал, что хорошо. Переходим к наушникам. Изготовлены уши из матового пластика тактильно приятного. Дизайн привлекательный, но контакты для зарядки портят всю картину, как по мне. Габариты 33 мм на 20 на 20 мм. Звуковод овальной формы, его размеры 5,4 мм на 6,5 на 2,7 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюр и обыкновенную сеточку, которую не самым лучшим образом по мне наклеили. Вес одного наушника с амбушюрой 4,6 грамма, посадка в ухе плотная. После 2 часов прослушивания музыки появляется легкое ощущение дискомфорта. Если потрясти головой, то наушники не выпадут лично у меня, или, к примеру, при занятии спортом они также остаются на своих местах. Но напоминаю, что по большей части это зависит от того, как вы подберете амбушюры, ну и какую у вас форму сами уши, хотя в принципе для средних и больших ушей они подходят. Выпирают из ушей они не сильно и смотрятся довольно хорошо. На корпусе расположили логотип компании, маркировку left и right, по 2 микрофона в каждом наушнике, как я уже говорил, контакты для зарядки и сенсорную область. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, регулировка громкости, сброс, ответ вызова, вызов голосового ассистента, включение игрового режима и переключение между режимом шумоподавления, обычным режимом и режимом прозрачности. Одиночный тап на борту, но из-за расположения сенсорной области лично у меня при поправлении наушников, потому что иногда их надо поправлять, ложных срабатываний не было. Отключить одиночный тап на данный момент возможности нет. На тапы наушники откликаются хорошо, и регулировка громкости происходит непосредственно на самих наушниках, за что отдельный плюс. Летим дальше. Оснащены наушники стандартным чипсетом Qualcomm QCC3046. Динамические драйвера на 12 мм с диафрагмой из биоцеллюлозы. Тоже этим нас не удивить. И титановую видели. Чувствительность 122 дБ, сопротивление стандартное 32 Ома, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Гибридное активное шумоподавление до 35 дБ. Все как у всех. По моему мнению, ANC работает не лучшим образом. К примеру, на днях у меня были ТВС-наушники от Poco с коллабом Genshin Impact. Так там 35 дБ у ANC были реальными, и работал активный шумодав корректно, в отличие от этих наушников. Режим прозрачности также на борту. Не снимая наушники, лично мне не совсем удобно разговаривать с собеседником, но, возможно, у вас будет как-то по-другому. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, анимации нет, также нет мультипоинта и сенсоров приближения. Озвучивание сопровождается женским голосом на английском языке. Емкость аккумулятора одного наушника 40 мАч, полный цикл зарядки 1 час 23 минуты. Отыграли они по коду aptX адаптив на 70% громкости без включенного активного шумодава 5 часов 14 минут, чего будет более чем достаточно любому по мне. Водонепроницаемость только у наушников класса IPX4, как и все наушники с водонепроницаемостью хоть какой-то, я их окунул в проточную воду. По итогу с ними ничего не произошло, что хорошо, и в целом весь функционал остался рабочим, но этот класс защиты не подразумевает погружение в воду. Еще раз повторяю, IPX4 это легкий дождик, максимум. Далее, наушники по идее должны подключаться к приложению SoundPits, но как только приложение находит наушники, оно сразу же предлагает обновить прошивку наушников, но обновление не устанавливается и приложение зависает. Так именно на данный момент и производитель заявляет, что в ближайшем будущем эту модель наушников можно будет использовать в приложении, пока нет. Bluetooth версии 5.2, что хорошо даже с учетом того, что уже есть версия 5.3. Также наушники совместимы с технологией Mirroring Qualcomm True Wireless для улучшения качества беспроводной связи. Из кодеков на борту AAC, SBC и aptX адаптив. Связь наушники с источником держат стабильно, фризов через две стены я не обнаружил, и они у меня не отваливались. Задержки на YouTube незаметны. Игровой режим по заявлению производителя снижает задержку до 60 миллисекунд, и вместе с ним задержка в PUBG Mobile приемлема, и играть в принципе комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны отрабатывают не сказать, что совсем мрачно, но перегруз присутствует и голос искажается знатно. Вдобавок с ветром они не справляются. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов SoundPits R3 Pro в помещении в идеальных условиях. Здесь я записываю вход. Иногда распаковку на свой ролик. Вот так примерно в идеальных условиях обстановки ваши беспроводные наушники будут отрабатывать в плане микрофонов. Разумеется, здесь есть шумоподавление CVC, разумеется, с них вы сможете разговаривать с собеседниками, но опять же напоминаю, что многие со мной не согласятся, но все равно первый эшелон есть первый эшелон. Микрофоны лучше работают у яблочных устройств с яблоками, у хуавеевских устройств с хуавеями и у Realme, очень даже у BBK компании неплохие микрофоны в наушниках Oppo X, вот это вот Oppo вторые. В общем, вы можете посмотреть на канале море примеров. Есть даже 3 топа по 30 наушников с примерами работы. И на лайв-канале есть топ-100 работы наушников, конкретно микрофонов. Если вам нечего делать, можете включить. Смотрим. Пример работы микрофонов SoundPits 3 R Pro или R3 Pro, кому как удобней. На улице рядом проезжают машины, очень сильный, довольно сильный ветер, порывистый. И в целом, я не думаю, что вы меня слышите хорошо. Если слышите хорошо, отлично. Я повторяюсь, магия бокса не ушла, я его все еще не поцарапал, и это очень странно, Soft Touch. Не ушла магия SoundPits'ов, они довольно неплохо звучат, но сразу в ролике, скорее всего, даже не скажу, так как скажу во время примера. Здесь звуководы не длинные и довольно часто слетают амбушюры. Кто знает, тот поймет. У меня у AirPods третьих такая же беда была. Да и в принципе у многих беда с амбушюрами, у кого звуководы не длинные. То есть тут нужно что-то среднее. Это дело чуть-чуть не среднее. В целом, если вынимать, вот допустим вынул я, нормально. Если вы будете их выдергивать из бокса, могут слететь. Достаточно примера, я думаю. Звучание. На 100% громкости каша присутствует. Если слушать музыку на громкости не выше 90%, каши нет. Запас громкости хороший. Я прослушивал музыку не более чем на 70% громкости. Мне за глаза хватало. Звучание, как по мне, слегка мутное, и отнесу я его к однозначно басхедному. Бас хороший, но сказать, что он глубокий, я тоже не могу, хотя средний бас в наличии. Высокие частоты показали себя неплохо. Средним же частотам по мне не хватает четкости и детальности. Глубина присутствует. Сцена ниже средней и ощущение пространства также среднее. С вокалом наушники справляются неплохо, а вот инструментал для них дается слегка тяжело. Подойдет звучание для любителей качающего баса и жанров музыки, где акцент состоит на бас. Мне звучание понравилось. Ну, от SoundPits'ов у меня были наушники, которые реально звучали лучше. Я уверен, что с какими-то новыми прошивками, когда они добавят все-таки эти уши в программу, звучание станет лучше, но на данный момент только так. Можно сказать, что звучание просто на свою стоимость, но не больше. Из минусов: внутреннюю часть бокса можно было бы получше оформить, нет датчиков автопаузы и активное шумоподавление отрабатывает некорректно. Плюс на данный момент не подключить к программе, что тоже фейл. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что в телеграм-канале я постю, каким образом покупать через Kiwi. Если у вас не получилось, вы просто плохо читали инструкцию. На Kiwi курс в последнее время стабильно выгоднее, чем на Али самом $1. Это раз, и два, я там постю свеженькие всякие девайсы, включая 2 новых опповских планшета, несколько наушников. Зайдите, посмотрите. Oppo Find X5 Pro тоже купил. К слову, я его купил за 56 тысяч. Резюмирую, SoundPits R3 Pro однозначно хорошо выглядят и имеют приятные материалы и сборку как у бокса, так и у самих наушников. Звучание подойдет не всем, но любителям баса однозначно они зайдут. Негативных эмоций от использования наушников у меня не осталось. Не забываем подписаться на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре, обязательно участвовать в розыгрышах, приходить ежемесячно на стрим для того, чтобы пообщаться и поделиться впечатлениями от новых гаджетов. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.